Здравствуйте, дорогие друзья! Те, кто подписан на мой инстаграм, скорее всего уже знают, что сегодняшнее видео будет посвящено поделкам для дачи. Не знаю, зацветут ли мои подснежники в этом году, в прошлом они почему-то отказались это делать, а вот ромашки точно станут моими первоцветами на участке. Итак, для работы нам понадобятся зеленые пластиковые бутылки для листьев, белые пластиковые бутылки для цветов, контейнеры от киндер-сюрпризов для желтых серединок ромашек, пластиковые удлинители с колбой для цветов. У меня они остались от подаренных букетов, но их спокойно можно купить в флористических магазинах. Стоят они от 3 до 8 рублей за штуку. Также можно заменить их на толстую проволоку или не очень толстые пластиковые палочки-опоры для цветов. Проволока для скрепления всех деталей, у меня флористическая диаметром 0,8 мм, и инструменты для работы. Для одной ромашки понадобится 2 пластиковые бутылки, и желательно, чтобы они были одинаковые. Снимаем этикетки и обрезаем верхние гладкие части у обеих бутылок до первой полосы. У одной из бутылок также отрезаем часть горлышка с закруткой. Теперь разрезаем бутылку на 8 одинаковых частей. Удобнее начать со швов, а дальше разделить каждую часть пополам и еще раз пополам. Отгибаем лепестки и закругляем им края. Делаем все то же самое со второй заготовкой, оставляя примерно 1 см от края горлышка бутылки до начала линии разреза лепестков. Теперь аккуратно надрезаем цветок снизу. Обратите внимание, что разрез находится в центре одного из лепестков. Если же вы надрежете бутылку между лепестками, то она у вас скорее всего порвется. И надеваем цветок с обрезанным горлышком на второй цветок. Из разных бутылок получаются разные ромашки. Большие, маленькие, с утопленной серединкой, с разными по форме лепестками. И очень красиво и более натурально будет смотреться, если вы соберете букет из разных цветов. Дальше нам понадобятся зеленые пластиковые бутылки. Отрезаем у бутылок донышки и горлышки. И вырезаем из выпуклой части круги. Из 1 литровой бутылки у меня получилось вырезать 3 круга. Это 3 цветоложа. В каждом кружочке вырезаем в центре круг, чтобы в него можно было просунуть горлышко ромашки. Отверстие должно быть таким, чтобы цветоложе с трудом, но одевалось на закрутку. Так оно будет фиксировать обрезанный цветок и не даст ему вращаться. Что я имею в виду, вы увидите чуть позже. И надрезаем нашу заготовку по краю заостренными лепесточками. Если не хотите заморачиваться с этим этапом, можете его просто пропустить. Мне же захотелось максимально, насколько это возможно, скрыть зеленые крышки и зафиксировать цветок в нужном мне положении. Надеваем цветоложе на ромашку и закручиваем крышку. Теперь из ровной части зеленой бутылки вырезаем листочки для ромашек. Обратите внимание, что я их вырезаю по горизонтали бутылки, так, чтобы они имели изгиб. Все листочки я вырезаю на глаз. Кстати, чем более насыщенного зеленого цвета бутылка, тем лучше результат.
Так что не берите для этой работы светло-зеленые прозрачные бутылки, они будут почти незаметны в готовом букете. Теперь переходим к серединке ромашки. Прокалываем шилом или проделываем сверлом 2 отверстия в крышке и 2 отверстия в контейнере от Kinder сюрприза. И с помощью проволоки соединяем контейнер с крышкой. Не спешите закручивать проволоку, ей еще нужно соединить ромашку со стеблем. Делаем сквозное отверстие в верхней части колбы, вставляем проволоку внутрь и через отверстие вытягиваем ее наружу. Как следует закручиваем проволоку, отрезаем все лишнее, и теперь наш цветочек не разлетится на части даже при очень сильном ветре. Делаем по 2 отверстия в каждом листочке и проволокой прикручиваем по 2 листочка к каждой ромашке. Наши цветочки готовы. Их можно просто втыкать в землю в нужных местах. Но, на мой взгляд, это некрасиво. Поэтому я решила посадить их в горшок. Для основания я взяла квадратный кусок фанеры и обтянула его зеленой бордюрной лентой. Так основание не потеряет свой презентабельный вид и будет служить нам не один сезон. Дальше нам понадобится любой ненужный цветочный горшок. Горшок я покрасила зеленой акриловой краской для того, чтобы вся эта композиция по максимуму сливалась с газоном и не выделялась на его фоне. Прикручиваем горшок к основанию, и я вам советую сначала проделать шилом отверстия в горшке в нужных местах. Так это будет сделать намного легче и быстрее. Из вспененного полиэтилена вырезаю круг диаметром чуть больше донышка горшка, чтобы закрыть все отверстия. Если у вас горшок без отверстий, то этот шаг можно пропустить. Утяжеляю всю конструкцию камнями, и, честно говоря, в итоге она и так получилась очень тяжелой, поэтому этот момент вы тоже смело можете пропустить. Заполняю горшок пакетами, которые также можно заменить на мятые газеты или пенопласт. И заливаю первый слой гипса или алебастра. Так как я положила совсем немного пакетов, гипса у меня ушло очень много, поэтому и поделка у меня получилась очень тяжелой. Вам же я все-таки советую утяжелить камнями и по максимуму заполнить объем пакетами, газетами или кусками пенопласта, а уже сверху залить слой гипса или алебастра. Как только гипс начнет схватываться, вставляем в него палочки. У меня это пластиковые опоры, по-моему, для помидор, разрезанные пополам. К этим палочкам мы будем крепить ромашки. После того, как первый слой схватится, заполняем гипсом горшок до верха. Естественно, вы можете сразу втыкать в гипс готовые ромашки, но, во-первых, они получатся слишком низкими, а во-вторых, их очень сложно будет зафиксировать в нужном положении. Поэтому с палочками вариант и проще, и функциональней. При желании вы даже сможете периодически менять композиции цветов в этом горшке. А еще таким образом я фиксирую свои одуванчики и другие поделки на даче. Вбиваю кусок арматуры в землю и к нему уже с помощью хомутов прикрепляю поделку. Хомуты лучше использовать зеленого цвета, так они будут совсем незаметны, но при их отсутствии подойдут и черные. Так как вся композиция показалась мне незаконченной, из бордюрной ленты я вырезала еще листьев для ромашек, чтобы загустить их у основания. Вырезала именно из бордюрной ленты, а не из бутылок, так как она непрозрачная. Но если у вас ее нет, можно использовать пластиковые бутылки насыщенного зеленого цвета. Наши ромашки готовы, и ими можно украсить любой уголок сада или огорода. Кстати, на мой взгляд, такие ромашки хорошо могут украсить не только сад или огород, но и актовый зал, рекреацию или общий коридор в многоквартирном доме. Вариантов масса. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился и вы сделаете нашу планету чуть чище. Ну а теперь настал момент розыгрыша подвесочки из прошлого видео.
Вы написали очень много комментариев, за что вам огромное спасибо. Абсолютно все комментарии я читаю, и мне очень важна эта обратная связь. Если честно, я бы хотела, чтобы вы все выиграли и получили от меня подарки. Но так как подвесочка только одна, то и победитель будет один. Но не расстраивайтесь все те, кому сегодня не повезет. Я обещаю, что розыгрыши еще будут, и в следующий раз, возможно, повезет именно вам. Ну что, разыграем мухоморчик? Итак, поздравляю победителя! Лариса, мухоморчик поедет именно к вам. И я жду от вас на мой e-mail письмо с вашими контактами. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем творческого настроения и креативных идей. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. До скорой встречи. Пока-пока.